Привет! И в этом видео я поделюсь 10 советами, которые облегчат вам жизнь во время ортодонтического лечения. Наверняка что-то из этого вы уже слышали, читали в интернете или от вашего лечащего врача, но я гарантирую, что в этом видео вы узнаете что-нибудь новое, независимо от того, поставили вы уже брекеты или только собираетесь это делать. Друзья, если вы хотели бы поделиться какими-либо лайфхаками, советами и чем-либо еще, что может помочь в процессе ортодонтии и что не прозвучало в этом видео, обязательно пишите в комментариях. Во-первых, вам будут благодарны тысячи настоящих и будущих брекетоносцев. Во-вторых, 2 лучших комментария получат от нас вот такой крутой ирригатор Water Flosser Ultra от американской компании Waterpik. Это достаточно надежный и оптимальный по своим параметрам ирригатор. Кстати, ссылку на него закрепим под видео. В нем есть куча всяких насадок, режимов и всего того, что может понадобиться в процессе ортодонтического лечения и в обычной жизни. Ну и даже чуть-чуть больше. Подробности конкурса будут в конце видео. Итак, номер 1 – это болевые ощущения и способы борьбы с ними. Естественно, это то, что наиболее всех беспокоит. Сразу скажу, что сразу же обычно не болят зубы. После установки брекетов проходят 3-4 часа, либо на следующее утро начинаются основные болевые ощущения. В основном чувствительны зубы при накусывании, то есть в покое не болят чересчур сильно, по крайней мере уже после 1, 2, 3 дня. Интенсивность болевых ощущений напрямую зависит от вашего организма. То есть у всех людей все это происходит очень сильно по-разному. У кого-то просто легкая чувствительность зуб, а у кого-то может быть довольно сильная боль в течение 5, а то и 7 дней. Небольшой лайфхак. Снизить интенсивность болевых ощущений можно, съев мороженое или подержав холодную воду во рту. Во-первых, это притупляет чувствительность болевых рецепторов, а во-вторых, многие ортодонтические дуги начальные, термоактивны. Это значит, что при снижении температуры сила дуги тоже снижается. Соответственно, охлаждение полости рта приводит к тому, что на зубы воздействует меньшая сила, и все это проще переносится. Если же это не помогает, то можно выпить какое-нибудь обезболивающее. Только, пожалуйста, принимайте правильные препараты. Обычно это не стероидные противовоспалительные препараты, такие как Немесил, Нурофен, Ибупрофен и другие препараты этой группы. Не принимайте кеторол и его аналоги без крайней необходимости, так как это достаточно токсичный препарат, и его употребление должно сводиться только к крайним ситуациям и совсем коротким курсом. Совет номер 2 по чистке зубов. Мы подробное видео записывали на эту тему, 2 можете посмотреть по ссылкам, и более того, обязательно это сделайте, если вы их еще не видели, так как один раз лучше увидеть, чем услышать несколько. Но по поводу гигиены есть несколько лайфхаков. Чистить зубы много раз в день у большинства не получается, то есть мы можем рассчитывать в среднем на 2 полноценные чистки зубов с использованием всего набора гигиенических средств. А днем в университете, на учебе, на работе или в кафе у большинства не получается нормально почистить зубы. В принципе, можно спасти ситуацию, если вы будете иметь при себе небольшой флакончик ополаскивателя, такие продаются, и 1 ёршик ортодонтический, либо несколько зубочисток. Схема следующая. В уборной можно прополоскать рот, потом ёршиком или зубочистками убрать остатки пищи и прополоскать все ополаскивателем. Занимает это обычно буквально 1-2 минуты, не требует большого набора средств гигиены и позволяет сохранить полость рта в достаточно адекватном гигиеническом состоянии до самого вечера. Совет номер 3 – это что делать, если вам что-то колет или натирает. Для начала нужно определиться, что же конкретно вас беспокоит и мешает жить. Если колет дуга или какое-либо навесное оборудование, там, например, пружина, крючок и так далее, то в большинстве случаев имеет смысл обратиться к ортодонту и попасть к нему на внеплановый прием для того, чтобы он устранил вашу проблему. Если вам натирают брекеты, естественно, речь про начало лечения, вы недостаточно к ним адаптировались и так далее, то используйте воск. Его можно купить в интернет-магазинах или выдают в клинике.
когда как. Воск требуется очень тщательно размять в руках, прям чтобы он был очень-очень мягкий, и хорошенько заклеить тот брекет или несколько брекетов, которые натирают. Если на слизистой у вас возник стоматит, то используйте следующие дентальные гели, такие как Холесал, Салкосерил, Асепта или любые их аналоги. Небольшой кусочек этого геля приклеивается к слизистой в зоне поражения и ускоряет заживление, препятствует дальнейшей травматизации и немножко снижает болевую чувствительность. В случае стоматита этот способ существенно облегчает жизнь пациента. Номер 4. Как быстрее всего привыкнуть к брекетам? Возможно, скажу очевидную вещь, но крайне много зависит от вашего настроя. Чем больше вы концентрируетесь на досадных неудобствах, дискомфорте, которые причиняют брекеты, особенно в начале лечения, тем сложнее вам будет к ним привыкнуть и адаптироваться. Концентрируйтесь на других проблемах, на более важном, настраивайтесь на позитив. Таким образом, вы максимально быстро привыкнете к брекетам, а срок вашего лечения пройдет максимально незаметно. Пункт номер 5 – это ответ на два вопроса. Первое – почему темнеет эмаль вокруг брекетов, и второе – почему зубы становятся подвижными во время ортодонтии и нормально ли это. По первому пункту. Эмаль вокруг брекетов не темнеет. На ней остаются остатки жидкой фракции клея, на которой клеятся брекеты, и, соответственно, при засвечивании эти остатки твердеют и могут накапливать на себе пищевые красители, которые в итоге могут темнеть и, соответственно, производить такое впечатление. Решить эту проблему легко, можно убрать эти остатки в процессе профессиональной гигиены, достаточно попросить об этом стоматолога. Подвижность зубов также не является чем-то из ряда вон выходящим, за исключением совсем уж крайних случаев. В общем и целом, подвижность – это результат воздействия постоянной силы на пародонт, и проявляется она почти у всех пациентов. Просто у кого-то в настолько малых величинах, что это незаметно ни врачу, ни пациенту, а у кого-то достаточно сильно. Кроме того, подвижность зубов может варьировать в зависимости от этапа лечения. По итогу я могу сказать, что зубы после снятия брекетов и устранения нагрузки на них достаточно быстро стабилизируются, и никаким печальным последствиям это не приводит. Совет номер 6. Что делать, если в брекет-системе что-то сломалось? Я дам вам приблизительный алгоритм, чтобы вы понимали, как поступить в той или иной ситуации, но в принципе у всех могут быть вариации. Итак, первый вопрос, который вы должны себе задать: мешает ли это вам жить? Например, если дуга колет в щеку из-за отклейки брекетов или по другим причинам, если отклеилась накладка с одной стороны и зубы смыкаются по-разному, либо начали упираться в брекеты, то это повод как можно быстрее попасть на прием к ортодонту. Напротив, если с брекетов слетела пружина или порвалась цепочка, то обычно это менее срочные вещи, которые могут немножко подождать, при условии, что жить вам это не мешает, не колет, не царапает, не натирает. Второй вопрос. Можете ли вы поправить это самостоятельно? Есть ряд ситуаций, в которых можно самостоятельно скорректировать проблему. Например, если тонкая дуга выскочила из брекета, иногда можно попробовать самостоятельно ее поставить обратно. Если дуга где-то колет, и она тонкая, это относится только к начальным, первой и второй дуге максимум, иногда можно попробовать кусачками для ногтей ее подрезать. В брекетах Дейман, если крючки съемные, иногда они начинают натирать и колоться. В принципе, если присмотреться, будет видно, что этот крючок торчит в сторону щеки, можно чем-то, каким-то жестким предметом его пододвинуть к брекету поближе, загнуть, и он перестанет вам мешать. Кроме того, всегда можно воспользоваться воском и заклеить колючий элемент конструкции. Третье. Если проблема жить вам сильно не мешает, то следующий вопрос: сколько времени остается до приема и какой сейчас этап лечения? Если до приема остается 1-2 недели, а лечение только началось, то есть проходит его первая половина, то обычно можно подождать и не записываться внепланово к ортодонту. Ничего слишком страшного не произойдет. Если же лечение перевалило за середину или до приема еще очень много времени, то ждать не стоит, и лучше попасть внепланово к ортодонту на прием, так как зуб, не подключенный к брекет-системе, может начать отклоняться, а для жесткой дуги это более критично, то есть ортодонт просто может не смочь ее поставить на место, и это вынудит его вернуться на 1 или 2 дуги назад, что, естественно, затянет время лечения.
Ну и четвертое, если проблемы возникли с мини-винтом, а именно он может стать подвижным или воспалиться, то об этом всегда лучше сообщить ортодонту, и чаще всего имеет смысл прийти внепланово. Единственное, что может понадобиться прийти, допустим, не к ортодонту, а к хирургу для того, чтобы его установили повторно, например. И номер 7. Проверяйте, во все ли брекеты входит дуга. На самом деле это тоже относится к неполадкам с брекет-системой, но я вынес это в отдельный пункт, так как встречается это довольно часто, по разным причинам. Например, с лигатурных брекетов может слететь лигатура. На самолигирующихся брекетах может раскрыться крышка по каким-то причинам, особенно если она не закрыта до конца, а на некоторых системах не идеально видно, закрыта ли крышка до конца. Либо ортодонт по запарке просто может забыть про один или несколько брекетов. В этом случае важно, какие конкретно брекеты у вас стоят. Если брекеты лигатурные, то лучше записаться к ортодонту на прием, потому что самостоятельно вы никаким образом не привяжете зуб к дуге. Но опять же, если это начальный этап лечения или зуб визуально находится на месте, а дуга в пазу, то в принципе это может не иметь критической срочности. В случае с самолигирующимися брекетами все немножко проще. Можно попробовать самостоятельно закрыть крышку брекета, но предварительно нужно проверить, чтобы дуга полностью находилась в пазу брекета, чтобы она не осталась снаружи. Естественно, легче это делать на начальных дугах, либо если крышка брекетов раскрылась вот совсем недавно. Поэтому обращайте на это внимание, это позволит вам избежать неприятных происшествий, которые хоть редко, но все же иногда встречаются. Пункт номер 8. Как оценить прогресс ортодонтического лечения? В процессе ношения брекетов существуют периоды, когда движение зубов происходит очень быстро. Например, когда большая скученность зубов, но при этом имеется некоторое место для ее выравнивания, то буквально за 3-4 месяца может очень заметно измениться картина. Либо наоборот, очень медленно. Например, когда мы двигаем 7-е и 8-е зубы на место 6-х. Подробнее мы разбирали эту историю в этом видео. Оценить прогресс можно по величине избытка дуги, который высовывается из последнего брекета. Происходит это потому, что при выравнивании зубов, в принципе, вот эти перепады между зубами устраняются, и дуга становится короче в сумме. Соответственно, все излишки появляются сзади. То же самое происходит и при закрытии промежутков от удаления или при любых других ситуациях. В этих случаях периметр всего зубного ряда уменьшается, и также избыток дуги появляется за последним брекетом. Вы можете самостоятельно наблюдать за величиной дуги, которая показывается за брекетами. Ортодонт регулярно обычно его устраняет, потому что слишком высунувшаяся дуга может колоть щеки. Совет номер 9. Что делать, если ничего не происходит? Бывают ситуации, когда кажется, что на протяжении многих месяцев ортодонтическое лечение будто застыло на месте, то есть не происходит вообще ничего. Например, вам не нравится какой-то конкретный зуб, и на каждой активации ортодонт что-то с ним пытается сделать, но ничего не происходит. Либо проблема с прикусом никак не изменяется во времени. Сразу скажу, что бывают ситуации и проблемы, которые решаются достаточно медленно, и прогресс хоть небольшой, но имеется. Это позитив, и данный пункт вообще не про это. Он про то, когда ничего вот именно не меняется, вот прям железобетонно остается так, как было. В этом случае ортодонту имеет смысл попробовать другие методы. То есть, например, если какой-то конкретный зуб вам не нравится, то необходимо либо переклеить брекет, либо сделать изгиб на дуге, чтобы зуб изменил свое положение. Если что-то не так с прикусом, то можно изменить схему эластиков или механику какую-то, но всегда есть варианты и способы решения каждой конкретной проблемы. Главное, чтобы ортодонт не топтался на месте, а каждый раз пробовал что-то новое, если видно, что ортодонтия не идет теми темпами, которыми бы хотелось. Но, к сожалению, не всегда ортодонт достаточно компетентен или целеустремлен для того, чтобы делать и корректировать те проблемы, которые волнуют вас. И если вам говорят, что этот конкретный зуб уже не станет ровнее и невозможно ничего сделать, то это весомый повод обратиться к кому-то еще за консультацией. Подпункт номер 2 этого же пункта, когда происходит что-то не то, чего вообще мы добиваемся. И это может быть нормальным.
То есть, например, иногда бывает, что в процессе, вот в начале лечения, в процессе выравнивания зубов, какие-то зубы идут не совсем туда, куда вам надо, они стоят не совсем ровно, и это бывает абсолютно нормальным, например, на начале лечения, когда происходит фаза нивелирования, и наша основная задача просто выровнять зубы относительно друг друга, а не поставить каждый зуб идеально в то положение, в которое он должен занимать. Но то, что актуально для первого полугода, ну максимум года лечения, именно столько обычно занимает нивелирование, то для конца лечения уже недопустимо, как вы понимаете. Пункт номер 10. Старайтесь быть максимально открытым с вашим врачом. Если у вас есть вопросы к нему, спрашивайте обязательно. Если что-то не нравится или что-то беспокоит, обязательно говорите об этом. Особенно это актуально для состояния височно-нижнечелюстного сустава, для напряжения мышц, для изменений в прикусе, для эстетики на финишных этапах лечения. Все эти вопросы требуют тесного взаимодействия с врачом, а иной раз специалист может и не знать об этом, если вы ему отдельно не скажете. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь. Итак, про розыгрыш. Как я уже сказал, выберем 2 лучших по смысловой нагрузке, на наш взгляд, комментария, и каждому подарим по классному ирригатору. Срок проведения конкурса ровно месяц, и 10 февраля мы объявим победителей. Доставка, естественно, за наш счет. От вас, кроме смысловой нагрузки комментария, потребуется подписка на наш канал. Да-да, нам тоже нужны подписчики. На этом все. Подписывайтесь на наш канал и ставьте колокольчик, чтобы узнать о том, о чем не успел рассказать вам ваш ортодонт. До встречи!